Отлично, всем привет, с вами Андрей. Я продолжаю проходить Portal 2, читать комментарии разработчиков, наших любимых, замечательных. Мы остановились, пришли в камеру. Мы проходим камеры, нужно остановиться на этом моменте. Вот, мы остановились на 6-й камере. Давайте тупешиться сюда вот. Так, что здесь происходит? Так, вон кубик. Значит, нам надо вылить туда. Логично, что там кнопка, значит, нам надо вылить вот снизу, да? Сюда. Так. Давай. За ним подняться, что ли, надо? Получается, что-то. Останься. Так, идем с кубиком. Супер. Схватил. Оставил. Отлично. Отлично. Теперь прыгаем сюда. Супер. Комната пройдена. Если вы не являетесь сотрудником лаборатории и случайно обнаружили этот комплекс в развалинах цивилизации, запомните, испытание — это будущее, и оно начинается с вас. Супер. Much of the fun in Portal is based on the joy of the aha moment when you learn something new. The game needs a very specific pacing to ensure these moments. If things are too easy, then you're robbed of that moment since it feels like you didn't accomplish anything. If it's too hard, then players feel stupid instead of smart when they finally realize that one small part of the puzzle that they were missing. Да-да. Unfortunately, trying to create that delicate balance leads to a lot of shuffling of levels and a lot of revisions and tweaks to existing levels. When we started the project, making any big structural change in a level, or the order of levels, would lead to hours or even days of busy work, trying to reconnect things and make sure they lined up again. If we ever wanted to ship something the size of Portal, with the finely tuned balance we desired, then we needed a way to be able to make the big changes to the layout of the game, without paying the cost of making everything line up again. We needed a way to bend space. We needed to think with portals. Using portals to connect different areas in the world, we could make any type of impossible space work out. You could look through a hallway into the next room, but the hallway might be on the other side of the map, and the room you were looking into might be in a completely different orientation. We could seamlessly insert an elevator, a huge expansive vista, a room that was bigger on the inside than the outside, or even create an infinite fall by connecting a shaft back into itself. Soon every connection between any space was a portal. We could even switch them on the fly. Even a simple door worked like the cartoons, just a facade painted on a wall that seamlessly opened somewhere else entirely. Once the game settled down, we were able to finalize our path and remove all the world portals. There's only one impossible space left in the whole game. See if you can figure out where it is. Интересно, он сказал. Ой, испугался немножко. Так, что мы имеем? Мы имеем один портал, это жалко. Так, мы имеем кубик. Имеем портал внизу. Воу-воу-воу-воу, отлично. Так, вон туда нам надо, да? Кубик. Или вот так надо сделать. Нет, вот так. Прыгаем еще раз. Не. Или да, или да. Или да. Да, или да. Или нет. Так. Вот сюда. Здесь наставим портал. И идем сюда. Супер. Отлично, творец будущего. Однако, если вы старые, недоразвиты или страдаете от увечья или радиации в такой степени, что будущее не должно начинаться с вас, вернитесь в свое примитивное племя и пришлите кого-нибудь более подходящего для тестов. Нет, я уж более подходящий, я так думаю. Как думаете? Если я немножко сонный, простите меня за это, я такое иногда бываю. По крайней мере, здесь в Портале не сильно экшон, как в Майнкрафте бывает, поэтому... Ради снабжения энергии тестовых протоколов все средства безопасности были отключены. Центр развития уважает ваше право выражать озабоченность в связи с проводимой политикой. Эй! Я тут!
Привет. О, супер! Ты нашла портальную пушку! Это прекрасная иллюстрация, что люди с повреждениями мозга в конечном итоге настоящие герои, правда? Какая храбрость! Открой портал в стене за мной и переходи на другую сторону. Нет. Не хочу. This interaction with Wheatley was the first that we hooked up for our initial showing at E3. It demonstrated how Wheatley would be an actor in the world, and how the player would not only be interacting with him directly, but also using him to interact with the Aperture facility. Вот такой маленький коммент, что мы это оценка была показана на E3. Всемирная. Окей, слушай, дай я тебе кое-что скажу. Это очень важно. Мне говорили, никогда не отсоединяться от направляющих рельс. Или я умру. Но у нас нет вариантов. Так что, пожалуйста, приготовься меня поймать на тот случай, если я не умру, когда отсоединюсь. На счет 3. Готово? 1, 2, 3. Высоко, слишком высоко, правда ведь это... Знаешь, если на счет 3, то ты слишком долго сомневаешься. Давай на раз. Готово? 1. Лови! Деда в него. Я не умер. Я не умер! Подключи меня к той штуке на стене, хорошо? Я тебе кое-что покажу. Ты будешь потрясена. The Wheatley model was designed as a mechanical version of the original Portal 1 personality sphere. Originally, they filled a very similar role to that in Portal 1, so we needed one base model which could hold a lot of different expressions. Experimenting with different rigging ideas, we came up with the onion skin design, where a number of spherical plates could slide around inside each other, all supported on a small motion platform mounted on a gyroscope. This meant that no matter what expression Wheatley was pulling, he always retained his spherical shape. The modelers and the animators collaborated closely on these early tests to make sure the design supported the range of expression needed to satisfy any personality sphere that got designed. Lots of ideas were thrown out, such as a small internal robot arm that Wheatley could pull out of one of his ports and pull himself around with. We were careful to make the mechanics look plausible, but we had to cheat the eyelids, since they ended up being a physical impossibility. There was no way all that geometry could fit into the space around his eye without clipping out the other side. But they were such an essential feature of the model that we resorted to crushing them up inside the eye, where the player can't see them. Прикольно. Интересно, почему... Когда ты смотришь. Не, серьезно, я не шучу. Почему они назвали его Wheatley, интересно, скажут поэтому. По-моему, что-нибудь. Хорошо, теперь можешь повернуться. Бам! Тайная панель! Это я открыл, пока ты стоял, отвернувшись. Подними меня и пошли отсюда. А если без него пойти? А фиг ты пойдешь без него? How do you make a giant mechanical eyeball express life and emotions, let alone give the impression that he's talking when he has no mouth? The animator's understanding of human behavior came in handy for bringing Wheatley the personality sphere to life. Talking is so much more than just moving a character's mouth. You have to use body language, head attitudes, and rhythm of movement and eye focus to indicate a character's feelings and motivations. Slow, smooth head moves, a steady gaze, and a relaxed eye aperture indicate that Wheatley is calm. Short, sharp head turns, rapid blinks, and glancing around indicate nervousness or deceit. Add a tightly constricted eye aperture and a little shiver to show fear. Tilting the body away while keeping the eye focused on the player signals an attempt at cleverness that ultimately only fools Wheatley himself. Suspicion is communicated by squinting his eyelids and handles, which function as very expressive eyebrows and cheeks. It's also fun to remind the player that Wheatley is a machine. When hacking, his eye and body segments become perfectly centered and spin mechanically, inspired by the spinning tape reels on old UNIVAC computers. And when he wants to look far in front, he flips his eye all the way over to the other side of his head. This animation approach, combined with the writing and vocals, makes Wheatley quite a unique and entertaining character. Part human, part machine, all eye, and no brain. No brain. И вперед. Посмотри, теперь нам не надо следовать по рельсу. Как это здорово. Мы можем идти куда захотим. Стоп, серьезно, куда нам идти? Подожди, дай я сориентируюсь. Ну, надо идти вдоль рельса. Че он замолчал? Здесь, по идее, диалоги должны быть.
Странно, почему-то не было диалога с этой стороны. Вроде первый раз проходил и говорил. Что-то. Ну ладно. Интересно, даже его разрабатывали, да, глаз такой сделали. Красиво так и эмоционально так. Наверное, сейчас самое время ввести тебя в курс дела. Чтобы выбраться, нужно пройти через ее камеру. А скорее всего, она нас убьет, если она не спит. Хорошо, открываю карты. Я не хочу этого делать. Я не хочу туда заходить. Не надо, не входи туда. Она выключена. Отставить панику, она выключена. О, это она. Знала бы ты, какая она была противная. Честно, прямо маньяк. И ты знаешь, кто ее прикончил? Кто с ней расправился в итоге? Ты не поверишь. Человек. Я знаю, я бы тоже не поверил. Хуже, этот человек сбежал, никто его больше не видел. Потом долгое время вообще ничего не происходило. А теперь вот мы с тобой убегаем. В общих чертах это и есть вся история. Теперь ты в курсе. Ничего не трогай. Originally, Glэдос was built to curl up and disguise herself as one of her rings, potentially explaining how she had survived the explosion at the end of Portal 1. But this wasn't a very dramatic reveal, so we threw it out in favor of spreading her out over a greater distance. This also made her more recognizable as Glэдос when you initially crossed the room. The actual wake-up animation was a combination of simulated animation with a layer of hand-keyed animation over the top. A two-stage model was created for this scene. The first stage had separate pieces and connecting cables that would be drawn together by running a physics simulation so that the pieces would interact with the environment. Physics simulations were also used to break apart the objects Glэdos crashed into while she rides around. At the point where Glэdos rises free of contact with the ground, she switches instantaneously to a fully connected model with controls for hand-keyed animation. From this point, the animator enhanced Glэdos' awakening by hand, choreographing the violent chaos of her re-emerging consciousness, while at the same time conveying the weight of a machine the size of an airliner. Once the hand-keyed animation was done, a final simulation pass was run to animate the cables and dangling parts of Glэdos' body. The scene was produced very rapidly for an E3 deadline, and a traditional rig for the sequence was never fully realized. This made it difficult when we extended the sequence after E3 to add further animation, but we accomplished it by bearing in mind that Glэdos herself is pretty broken at this point. The last part of the sequence requires the player to lose control of their view while being immobilized by a giant mechanical pincher. Once the controlled camera takes over, a careful alignment and time synchronization was required to make all the hand-animated models and camera interact with each other. Each of the stages in this wake-up scene contain a variety of processes that are very challenging to achieve live in a game engine. Круто, круто, что сказать. Так, дойти. Теперь вниз по лестнице. Прыгай! Хотя, если присмотреться, тут немалое расстояние. Знаешь что? Давай прыгай. У тебя на ногах есть эти рессоры, но на руках рессор нет. Придется надеяться на простую человеческую силу, что ты удержишь устройство и, соответственно, меня. Так что давай, держи сильнее. Удержала! Ты меня удержала чудесно. Ты держала крепко. Мы в порядке. Это здорово. Извини, я посмотрел вниз. Не советую этого делать. Я опять посмотрел. Нагорает, это мне нравится. Это главная пультовая. Ищи переключатель для спасательной капсулы, хорошо? Больше ничего не трогай. Так, ничего не трогаем, ни на что не смотрим. Нет, смотреть тебе надо, чтобы найти спасательную капсулу, но как только ты на что-то посмотрел, и там не написано «Спасательная капсула», больше на это не смотришь, хорошо? Но ничего не трогай. И ни на что не смотри, не вернее смотри, но не... Ну, ты поняла. Ты ее где-нибудь видишь? Я не вижу. Слушай, подключи меня, и я зажгу свет. Отлично. Да будет свет. Сказал. Это Бог. Я цитировал Бог. Ой, поворачивается. Какой ужас. Но все будет в порядке, по крайней мере, пока не начнет подниматься. Так, спасательная капсула. О, поднимается. Окей. Так, не волнуйся, я тут. Это его остановит. Нет, так еще быстрее. Ого. Началось включение питания. Так, не паникуй, хорошо? Прекрати паниковать. Я могу все остановить. Здесь пароль. Я его взломаю, не проблема.
Нет, сэр. Ясно, да? Нет, стоп, я уже пробовал. У тебя есть ручка? Записывай. Включение питания завершено. Да. Слушай, новый план. Веди себя естественно, мы ничего плохого не сделали. Привет! А, это ты? Ты ее знаешь? Давно не виделись. Как дела? И пока не начнет поднимать. Я была так занята, пока была мертва. Ну, после того, как ты убила меня. Что ты сделала? О, нет, 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 нет. Нет, нет, еще раз нет, нет, нет! Ладно, слушай. Мы обе наговорили много такого, о чем ты еще пожалеешь. Но сейчас мы должны забыть про наши разногласия. Ради науки. Ты чудовище. Раз ты так много сделала, чтобы разбудить меня, должно быть, ты очень любишь испытания. Я тоже их люблю. Но сначала нужно уладить одну мелочь. Мило. Как он? Ролик. Хотя вы 100 раз, наверное, видели этот Portal 2, но все же, я думаю, некоторые забыли, кто-то не видел. Ну, комментарии радуют. Хотя их достаточно мало, в отличие от Portal и Portal Prelude, но они есть, и это радует. И интересно. Мы сейчас свалимся куда-нибудь. О боже. Ты дышишь. Доменная печь. Осторожнее. Не споткнись о мои запчасти, которые ты сюда сбрасывала, и которые не до конца сгорели. Где-то тут должно быть двойное портальное устройство. Когда ты найдешь его, мы начнем тесты, как в старые добрые времена. Уж и двойное, а не индивидуальное. Что там такое? А, вон оно. Вот оно. Погоди. Отлично, ты обнаружила двойное портальное устройство. Выход в испытательную зону должен быть впереди. Идёт, Протокол требует, чтобы после начала испытания мое взаимодействие с тобой было сведено к минимуму. К счастью, испытание пока не началось. Это наш последний шанс поговорить. И замолчала такая, вообще крутая какая-то. Давай я подвину это. Ты знаешь, какой самый большой урок, который я извлекла из твоих действий? Я обнаружила, что у меня есть скрытая функция быстрого сохранения. В случае критической ошибки, последние 2 минуты моей жизни сохраняются для анализа. Я могла, вернее, была вынуждена снова и снова переживать то, как ты убивала меня. Ты знаешь, сделай ты такое кому-нибудь другому, они потратили бы всю жизнь, чтобы отомстить тебе. О, К помните счастью, это? я выше этого. Я буду рада забыть обо всем этом и вернуться к работе. В конечном итоге у нас масса работы и лишь 60 лет, чтобы ее сделать. Примерно. У меня нет точных метрик. А дальше же было не то. Помните это место из Portal 1? Первого, в смысле? Я просто помню это место, где вот такие штуки стояли, надо было поставить здесь тука-тука и делать. Было прикольно. Ностальгия. Я сейчас уберу это с пути, тут просто свалка. Ты вообще наваляли. Самое важное, ты снова здесь, со мной. И теперь я знаю все твои приемчики, поэтому ничто не помешает нам проводить тесты до конца твоих дней. А потом, кто знает, придумаю себе хобби. Может, воскрешение мертвецов? Хорошее хобби. When the player first encounters the robot arms, we wanted to convey that they were still coming back online. The idea was that Glados was just waking up and hadn't yet fully regained control of them. Slowly over the course of the first few levels of this act, she gets more sure of herself and her ability to alter and mess with the lab increases. The arms presented a number of challenges, the key one being the interaction with the player. It was easy for the player to get stuck behind or inside of the models if they did something too complex. So we had to limit most of the arm action to the walls or ceilings of the test chambers, and we restricted their use on a larger scale to areas where we could be sure of the player's location. Мило. Руки, ноги и все дела. Так, еще у нас есть время.
Время еще есть. О, смотри, вторая голова. Извини за беспорядок. После того, как ты убила меня, я немного запустила этот комплекс. Кстати, спасибо за это. Проверка сарказма завершена. Отлично. Все снова работает. Пока ты будешь проходить первое простое испытание, начну все восстанавливать. Попытаемся узнать, как испытуемые ведут себя, если запереть их в помещении со смертоносными лазерами. Glados originally was a lot more cutting in these opening rooms, given that she's talking to someone she perceives as her murderer. Playtests revealed, though, that it was a bit grueling getting browbeaten by GLaDOS this early in the game, so her arc was rewritten to give her more of a slow burn towards the player. Да, видно, что она как добрая. Специально говорили, сделали раньше было по-другому. Он там, по-моему, попал. Подожди, я буду делать вот так. Не, вот так. А потом сделать вот так. Недурно. Я забыла, как ты хорошо с этим справляешься. Да вообще профессионал. Тебе нужно поторопиться. Нужно провести еще много тестов. Да вообще я нащелкаю эти камеры как на изи вообще. Самое первое особенно. Там будет жесткая камера, где надо 3 лазера вставить в одну портал. Это будет жесткая камера. Следующее испытание связано с кубами преломления подавленности. Я сконструировала их буквально накануне твоего эпизода. Теперь мы сможем посмотреть, как они работают. Один должен быть в углу. А второй? Готово. Прекрасно. Вот результаты теста. Супер. Ты ужасный человек. Я серьезно, тут так и сказано. Ужасный человек. Хотя мы на это даже не тестировали. Проверка сарказма. Проверка сарказма. Не расстраивайся из-за этой оценки «ужасный человек». Это лишь оценка на основе данных. Если тебе интересно, теперь есть научное объяснение, почему твоя мать бросила тебя при рождении. Так. Идемте за лес. Есть. Поздравляю. Не по поводу теста. Большинство выходит из консервации очень худыми. Хочу тебя поздравить. Тебе каким-то чудом удалось набрать несколько килограммов. Небо набрать. Игры как корехи щелкали за 5 секунд просто в одну камеру. А потом будет камера по полчаса, который будем проходить. Это вообще жесть. Особенно с гелием, да, вообще какая-то жестяночка. Жизнь Один жестяночка. момент. Я жду. Ты проходишь эти тестовые камеры быстрее, чем я успеваю их строить. Но. Ты можешь притормозить и заняться чем-нибудь другим, Чем? чем-нибудь, что не разрушит этот комплекс. Ой-ой-ой, чуть не умер. Не вижу комментариев ни одного, кстати. Может они действительно тут нет? Не сомневаюсь. Может они закончились на первой главе? Если посмотрим. Так. Ой, кубик. А кубик надо поставить. А.
И как мне поставить этот портал, объясните мне. Зайди в него, что ли? Наверняка. Твоей чести, ты меня слушаешь, но, к твоему сведению, нет нужды делать все так медленно. То говорит быстро, то медленно, надо больше определиться. В следующем испытании комментарий. используется воздушная панель веры. Она была разработана в ходе исследования, как испытуемые справляются с трудностями, если их катапультировать в космос. Результат оказался очень информативным. Никак. Удачи. Мило. Комментарии все-таки остались? This was the first test map that we created when we started to experiment with the aerial faith plate puzzle element. The map underwent many visual refinements, but it's one of the few puzzles that remained almost completely unchanged from its first form. Да, очень много своих комментариев говорят, что они дорматывают камеры много раз. Ты еще попал. Я вас первый раз схватил, это круто. Скажу вам. Интересный факт. Ты дышишь не настоящим воздухом. Закачивать его так глубоко под землю слишком дорого. Мы просто удаляем двуокись углерода из воздуха, освежаем его немного и закачиваем обратно. То есть до конца своих дней ты будешь дышать одним и тем же воздухом. Мне показалось это интересно. Посмотрим, какой следующий тест. О, улучшенные воздушные панели веры. Отлично, получаю удовольствие, паря в воздухе и не думая о мире. А я пока схожу, принесу сюда пару тонн битого стекла. Давайте на этой положительной ноте о будущем воздушных панелях закончим. Я думаю, было интересно, мы уже проходим вторую часть, всего их 10, так ладно. На этом замечательной ноте и очень положительной и суперской мы закончим. Значит, я надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, пишите комментарии в социальных сетях. Рассказывайте друзьям. Всем спасибо. С вами был Андрей. Всем удачи, всем пока.